Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас. И сразу же к теме. Действительно ли февраль настолько опасен или это просто громкое название видео? Я уже показывал в январе, что необходимо сделать. Были глупые эмоциональные комментарии относительно той фотографии, где я поднял подушку и заглядываю в улей, и начали писать: нельзя беспокоить пчел, нельзя заглядывать и все остальное. Но те, кто полностью видел видео, увидели, что я не беспокоил пчел в январе. Я лишь проконтролировал, как они вообще сидят и нет ли каких-то аварийных ситуаций. Сегодня 8 февраля, и наша задача не пропустить очень важные моменты. Чем же вызвано вообще беспокойство в зимние месяцы, январь, февраль, особенно вот в январе, когда я говорил, что нужно посмотреть, хватает ли им кормов, нет ли голодающей семьи у вас на пасеке. И, как всегда, да нужно с осени закармливать и все остальное. Предыстория очень простая. Уже на протяжении долгого времени, это 4-5 лет примерно, нет стабильной зимы, стабильной по холодам, когда пчелы могли бы полностью отзимовать, скажем, от ноября до конца февраля. И вот в этом году как раз такая зима. У меня пчелы сидят в клубе где-то с конца ноября. В декабре выпал снег в конце декабря перед Новым годом, и морозы держатся где-то с 20 декабря. По сегодняшний день пчелы не вылетали, не беспокоились, не было разрыхления клубов и каких-то других беспокойств. В прошлом году зимой я их перевозил. Прям вот 4 января была перевозка по морозам. Кто постоянно подписан на мой канал, знает причины. Я сменил место дислокации. И тем не менее, все нормально, не так, как мне там писали, но не будем о Писарчуках. Значит, ситуация следующая. Сегодня у нас есть стабильная зима, поэтому никаких поводов для беспокойств каждый день, каждую неделю туда заглядывать абсолютно нет. Если вы проконтролировали, что они сидят нормально, семья не посыпалась, то есть ее там немалочисленное количество, примерно то же количество, как вы поджали, вот они так и сидят клубом, там у передней стенки, где-то ближе к центру идут. Все, мы туда не заглядываем. Следующий параметр, на который мы обязательно обращаем внимание, это температура окружающего воздуха. Обязательно смотрим прогноз, что нас ожидает впереди. Если это морозы, какие-то оттепели, сегодня у меня -1, 0 градусов, завтра будет -20, и послезавтра, до этого вот несколько дней было -20, я не беспокоюсь. То есть температура стабильна для зимовки. Пчелы там то плотнее сжимаются, то не так плотно. Это уже их дела, их заботы. Вы видите также осадки. Сейчас срывается снежок, на крышках я уже счищал раза 3 снег, и он все равно валит и валит и валит. Поэтому вот здесь в связке нужно обязательно контролировать температуру и осадки. Почему? Потому что в феврале, где-то после середины февраля, бывают такие дни, они могут наступить, в принципе, внезапно и сейчас, когда появляются первые оттепели. В нашем регионе, в нашей широте, Украина, все, что в этой широте лежит, другие страны. Бывают такие дни, 18, 20, 23 февраля, когда наступает солнечный погожий денек, +13, +15, пчелы массово выходят на облет очень резко, снег еще на крышках может лежать, но такой день наступает очень внезапно. Почему здесь нужно обратить внимание и на что? Если ваши пчелы стоят в зимовнике, их обязательно нужно бы вынести к этому денечку, потому что дальше им будет проще зимовать. Они выйдут на очистительный облет, все равно в зимовнике они будут чувствовать приближение весны и могут там закладывать какой-то первый расплод и все остальное. Но если вы видите, что температура, в принципе, для вашего региона не свойственна, например, такой облет может быть в конце января или начале февраля, а дальше вы точно знаете, глубокая зима, трогать их не нужно, выносить не нужно. Это будет лишний стресс для них. Но если это уже приближение весны, вы знаете, что в вашем регионе это нормально, вот как у меня 20 февраля, если произойдет нормальный облет, то уже потом все равно пошли денечки потепления, и пчелки начинают потихонечку там развиваться. Вот в этот момент обязательно нужно к этому дню вынести пчел, не забыть. Если же они у вас стоят на улице, обязательно нужно увидеть, в каком состоянии у меня литки, сколько снега. Не всегда успеваю почистить, не всегда это нужно, потому что у меня дно сетчатое, и пчелы дышат через низ. Но как раз к облету, вот у меня верхние литки закрыты, нижние занесло снегом, может быть, там где-то и подморчик забил внизу, обязательно нужно прочистить литки, чтобы пчелы в этот день могли вылететь, потому что если они будут чувствовать тепло, но не смогут выйти, это очень негативно скажется, могут даже опоноситься в улье, потому что инстинкт вылететь у них как бы придавило конкретно. Следующий момент, на что мы обращаем внимание. Также не лишним будет где-то числа 15 февраля, если вы в январе смотрели, пройтись еще разочек, попробовать, насколько у вас там все хорошо, если будет этот... То есть просто легонечко проконтролировать, что происходит. Тут у меня здесь клуб пчел растянулся, сидят они
ну, преимущественно к центру, но они поднялись кверху. То есть, в принципе, здесь все в порядке, все нормально. Кладу ладонь, пленка прохладная, нет такого тепла, которое говорит нам о наличии расплода. Соответственно, пчелки сидят тоже спокойно, никаких признаков для беспокойства нет. И мы их не тревожим, ничего им не кладу. Если я обнаруживаю такую семью, которая взбудоражилась, видно, что у них одна только может быть паника, это нехватка кормов, то, естественно, нужно положить им лепешку. Следующий момент. Ну, у меня, слава богу, нет такого, но подписчики присылают, знаю, там малоопытные пчеловоды, бывает такое частенько, что вот так приоткрывают улей, смотрят, а там опонашивание, осыпь пчел и все остальное. Что делать? Ну, в данный момент, если вы видите, что семья конкретно посыпалась, сильное опонашивание, в сильно теплое помещение заносить не надо, но уберечь от сильных минусов, куда-то занести в +3, +2, +4 стабильных можно до весны, а потом уже посмотрите, что с ними делать. Потому что опонашивание, как правило, бывает либо из-за некачественных кормов, либо из-за раздражителей, либо же это семья, может быть, закладывала расплод. То есть есть определенные неблагополучные моменты. Позже, в дальнейших видео, я расскажу, как отличить назематоз от обычного поноса, вызванного рядом причин. Но сегодня наша задача как раз-таки вот эти вот моменты проконтролировать. Если у нас есть стабильный минус, вот такая температура, то работы пчеловода не руками, а головой. Прошли, просмотрели, оценили ситуацию, визуально просто глянули, чтобы не было никаких, то есть на пасеке там никто не подрывает землю под ульем. У меня тут кошка бывает, шкребет под уликами то кору, то еще что-то, следы птичек, синичек. Вот в этот момент нужно смотреть, не беспокоит ли. Я специально не стал чистить литки, чтобы синички там не привлекались, и все. Под ульями нет никаких следов, никаких вообще проблем. Вот эту семью вам только что показал, как бы крышку открыл, сам увидел. У меня также есть возможность достать отсюда вкладыш. Немножко примерз, но тем не менее. По вкладышу, вообще не заглядывая в улей, я могу оценить состояние семьи и ее потребление кормов. Задвижка у меня на 6 сантиметров выдвинута от передней стенки. Это значит, что здесь тоже осыпь восковых крышечек. Центральные улочки обсиживания клуба у меня он сидит у правой стенки. Они прошли уже за центр, видим, за центральную рамку. То есть здесь семья хорошо корма взяла. Скорее всего, это вызвано сильными морозами, но расплода я вижу, что точно нет. Запотевания пленки нет, тепла нет, и сидят они очень спокойно. Значит, вот такая ситуация может сложиться чисто из-за того, что были реально сильные морозы. 25 градусов держалась, наверное, в течение недели. Сейчас вот опять такая температура возвращается. То есть чисто природные нормальные процессы – это потребление кормов для того, чтобы согреться. Семья здесь рамок на 7, на 8, наверное, сидит. Тем не менее, нормально взяли кормов. Если у них корма есть, у них еще вот здесь вот полно корма. Вот в этих частях это ж только мог низ осыпаться, еще верхняя часть. Плюс они уже такой шапочкой сидят под подушкой, соответственно, из улочки в улочку могут передавать и так далее. То есть, как я и говорю, 15-20 февраля – это время контроля, когда нужно посмотреть, пройти, глянуть. Возможно, кому-то рамочку даже наверх положить, чтобы спасти семью от голодной смерти, а кому-то просто положить канди без пыльцы. Следующий момент, на который мы обязательно обращаем внимание в феврале, и чем он, собственно говоря, этот месяц может быть опасным. Это вы увидели этот теплый денек, пчел увидели тоже, они вылетели, все ульи облетелись, вы очень рады, потому что все семейки до этого момента перезимовали, вышли на облет, облетелись и спокойно можете радоваться жизни. Но тут подкрадывается самая главная опасность. После такого облета семья может пойти стартануть. Маточку начинают интенсивнее кормить. Может такая оттепель, такой период затянуться на 2-3 дня, на недельку. И тогда процесс развития в семье начинается. Ни в коем случае не задвигаем задвижки, чтобы не создавать дополнительное тепло. Продолжаем проветривать ульи таким же образом и следим. Если тепло, опять же, контроль температуры, контроль всего остального, наличие кормов. Если такая температура продолжается, если пчелы погнали расплод, вот здесь очень важно обязательно пополнять кормами семью, если она в этом нуждается. Ну, для какого-то сравнения желательно бы еще какую-то семью показать. Да, тут были несколько денечков, когда текло, и поприлипали у меня
Донья. Ну вот видим картину, интенсивная осыпь восковых крышечек, уже даже между улочками нет таких конкретных проредей, да, прям много насыпано. Видно, что интенсивно здесь берут корма, наверное, вверх поднялись и где-то до центра доходят. То есть тоже у них кормов еще, учитывая, что тут выдвинуто, кормов прекрасно, всего здесь хватает. То есть никаких, даже крышку не открываю, никаких поводов для беспокойств нет. Опять же, говорю для тех, у кого такие поводы могут возникнуть. То есть если у вас появились уже туда к концу февраля, да еще после облета, потребности пополнить корма, обязательно нужно положить канди. Если облет был, но в феврале, лучше еще ложить без пыльцы. Не нужно сильно активировать. Есть вот такая ошибка пчеловодов, заблуждение, что надо в феврале их реально разогнать, стартануть, запустить, активировать и так далее. И много других слов употребляют пчеловоды, описывая процесс раннего развития пчелы. Хотят, чтобы они прям с февраля уже заложили по 3-4 рамки расплода, но результатом, как правило, в нашем регионе бывает плачевная ситуация. Вся эта молодая пчела осыпается в марте, то есть она 21 день сидит в запечатанных от яйца, вышла, потом ей нужно в течение хотя бы 10 дней облететь. И если месяц после вот такого облета 20 февраля, 1 марта месяц нет вылетов, и 1 апреля по абрикосам бьет снег и мороз, то получается очень плачевная ситуация. Семья остается без кормов, оттуда, откуда вышел расплод, вообще пусто, даванули морозы, пчеловод не добавил кормов, пчелы на пустых рамках, да еще молодые повыходили, они просто осыпаются, пчеловод открывает такой улей, и у него пчел практически нет. Износились на выкармливание расплода старые, опоносились, и молодые также опоносились и погибли. Вот такая бывает причина. Поэтому никуда спешить не нужно. Это самое главное, что хочу сказать в этом видео. Не нужно торопиться, не нужно радоваться тому, что ваши пчелы вылетели. Если все ульи облетелись, то значит перезимовали. Нет, друзья мои, перезимовали это в апреле месяце, когда у вас все ульи летают и тянут пыльцу. Вот то перезимовали. Поэтому первый момент – контроль температуры. Второй момент – контроль кормов. Третий момент – контроль наличия расплода в конце февраля. И обязательно посматривать, может быть, нужно положить канди для того, чтобы дозимовали. Ни в коем случае в феврале не разгоняйте пчел, если у вас ну, такое установившееся тепло. То есть какой показатель раннего развития? Это принос пыльцы в улей. Можно сколько угодно ложить всякие подкормки с всякими дрожжами, пыльцой пчелиной, что-то там стимулировать, из пипетки их кормить и все остальное. Стимуляторы роста добавлять. Я вам скажу так, по опыту. Да, какие-то там плюс 100 пчелок будут от таких действий, возможно. Стимуляция и все остальное. Но беды больше. Поэтому, как показывает практика, многолетняя практика, те семьи, которые спокойно досиживают до приноса пыльцы с деревьев. Да, бывают, опять же, тут, понимаете, каждая фраза, вас тысячи смотрят, десятки тысяч смотрят эти видео, и кто-то один зацепится за какое-то слово и начинает колотить все в комментариях. И за что тут зацепиться? Да вот, тут бывает нет пыльцы, бывает холодно, бывает, но то бывает, когда уже тепло, но вот пыльцы нет, еще прохладно, то дальше будем говорить. Вопрос именно сейчас, февраль месяц, никакой пыльцы, никаких активаторов, в марте в том числе, там в начале марта не спешите. 21 день всего до выхода пчелы. Повторяюсь, многолетняя практика показывает те семьи, которые сидят спокойно, без вот этих всяких стимуляторов, активаций и всего остального, ждут весны. Как только пошла первая пыльца с орешников, каких-то лещин, фундуков и всего остального, максимальное развитие, догоняют и перегоняют тех, которых вы вот это ходили, нянчили, качали, с пипетки кормили. Догоняют очень мощно, потому что первое, самое главное условие для раннего весеннего уверенного старта – это сильная семья, большая колония. Ее сохранить можно только, если вы не будете их дрыкать туда-сюда, открывать, добавлять, беспокоить. Посмотрели, корма есть, сидят тихо и спокойно. И пусть сидят себе, не трогайте их вообще, особенно в феврале. Не лезьте к ним, ничего им не давайте и не стимулируйте. Для того, чтобы семья отлично перезимовала и пошла в весеннее развитие, нужно, чтобы у нее по вот тем вот крайним рамкам, которые я вам показываю, что с них берется меньше. Видите, вот здесь вот осыпь есть, но ее мало. Вот там у меня перговые рамки стоят, они могут даже не до конца там обсиживаться пчелами. Я ничего не сжимаю и не расширяю. Мощная пчелиная семья способна обогреть центр гнезда, там, где есть ложе, там, где есть первый расплод. Мощная пчелиная семья способна дать первому расплоду вот эту пергу, которую они сами заготовили, запечатали еще с осени, с лета, она там у них стоит в этих крайних рамках. Все на первое развитие, на первые 2-3 рамки расплода
качественного, хорошего, у них там все есть. Но если вы делали так, как я советую, так как советуют нормальные пчеловоды, а не так, что там медоперговые рамки убрали, перги в улье нет, беспокоимся, чтобы они зимой все не сожрали и все остальное. И вот это бегают, вставляют, подставляют. Ну, это если у вас 3-5 ульев, может быть. Но послушайте, не надо туда лезть. Запасов, которые у них есть, обязательно должно хватать до апреля месяца. Исключение составляют вот такие нюансы, когда они там куда-то перебежали, не так сели, и просто есть частные случаи, моменты, когда нужно помочь. Положить канди на центр гнезда, просто чтобы у них был этот энергетический корм для сообщения между улочками и всего остального. Следующий этап, это уже когда они облетелись, наступают теплые дни, и вы видите, что есть определенные вылеты. И вот когда наступит принос пыльцы стабильный с деревьев, вот тогда и будет мощное интенсивное развитие. Зачем развивать пчел в феврале месяце, когда вот такие белые мухи летают, как сейчас, для того, чтобы потом вы набрали эту мощную колонию, ну, скажем, условно, к началу апреля. И что вы в апреле будете делать? Если еще не отцвели орешники, то, соответственно, то есть в природе все циклически. Не зацветет ваша акация, ива и все остальное раньше времени. Если зима затяжная, весна поздняя, то для чего торопить пчел? Что они будут делать? Сосульки облизывать. Поэтому, друзья мои, все будет по порядку. В этом видео не буду больше говорить чего-то, забегая наперед. Буду давать порциями. То есть сегодня февраль, все перечислили, все сказали. Наступит следующий период. Буду рассказывать, подсказывать, как делать дальше. Кому понравилось, пишите. Кому не понравилось, можете тоже писать. Ну, такие люди всегда тоже есть. Поэтому желаю вам успешно дозимовать. Всем удачи, всем пока.